Эй, у нас тут не кино для всей семьи. И донаты обработай. Еще передай большое спасибо за арт, нарисованный неким Джоанни Джорджо. Мы приближаемся к столице Святой Нации. Вам придется побыть моими рабами. 2 беглых раба заказали себе билет прямиком в Возрождение. И что еще хуже, вместе с ними на убой иду я. И все это ради написания книжки. Ей даже потом не подотрешься. Неужели нельзя выбрать место, где не забирают в рабство только потому, что ты из Улья? К сожалению, на материке нет мест, где тебя не закуют в кандалы. А как же королевство шиеков? Наш свободолюбивый народ не держит рабов и сам не позволит поработить себя. Лучше умереть, чем стать невольником. И это говорит безрогий Шек? Га-га-га-га-га. Стоять. За проход в город с нарковыми отродьями нужно платить. Здравствуйте, часовой Мактавиш. Винни, это ты? Годы идут, а тебя так и не повысили до паладина. А ты все тащишь за собой всякое зверье. А ты берешь деньги за проход с рабами. Это не твое дело. Разрешишь нам пройти? Эх, проходи. Дружишь с видроголовым расистом? Несколько лет назад я охранял караваны Святош. Во время остановок в городах доводилось познакомиться с парой стражей. Очень грозные на вид люди, охотно делились слухами и рассказывали про свою веру, именуемую акронизмом. А про акронизм поподробнее. У Святош существует 2 трактовки учения – кетринизм и акронизм. Кетринизм гласит о том, что когда-то существовал единственный бог, отец Кетрин и его сыновья, древние. Но древние были грешны и не верили в Кетриина. И когда земли начали поглощать сами себя, древние уверовали в Бога. Отец принес себя в жертву ради своих детей, очистив планету от болезни. Вскоре Кетрин переродился в виде 2 новых богов – Акрана, бога тепла и созидания, и Нарка, богиню разрушения, искушения и холода. После этого все люди уверовали в своего отца и его новые перерождения. И восхваляли дети своего Создателя, жили в мире и не знали бед. А живоглоты давали молоко розового цвета. Бред. Клювастые твари не являются млекопитающими животными, так что вынужден тебя огорчить. Что там насчет 2-й трактовки? Акронизм. Существует 2 бога – Акран, Отец, Господь Света, и Нарка, демоница тьмы. Мужчина был создан по образу Акрана, а женщина – Нарка. Богиня тьмы хотела уничтожить все добро, но Акран ей помешал. После битв длинной в тысячелетия, добро одержало победу над злом. Но пока Акран и Нарка сражались, скелеты демоницы Нарка были посланы, чтобы истребить человечество. Так случилось первое вымирание. Чтобы спасти человечество от гибели, Акран послал ему лорда Феникса, что подарил им священное писание, освободил мужчин и укротил скелетов. Но людей могло постичь и второе вымирание. Заложив святую нацию и поведя ее, лорд Феникс проповедовал, что несвятые расы должны быть либо уничтожены, либо порабощены, а женщины усмирены. Стоит отметить, что в акронизме существует такое понятие, как круговорот душ. Грешники после смерти перерождались в виде детей тьмы, шеков и роя, а праведники либо возрождались в золотых равнинах, либо вновь перерождались как люди святой нации. Это получается, что мы с рогатым грешники. Эй, рогатый, ты слышал? Не называй меня рогатым. Ой, да ладно тебе. Нам пора идти. Согласен. И путники, не избавите меня от этого жука всего за 1000 катов. Он был пойман во время того, когда воровал мои зеленофрукты с грядок. Я покажу вам чудесное место. Опять ты за свое. Заткнись уже. Пусть продолжает. Я отведу вас в поселение, где существа не знают голода и болезней. Он рассказывает эти сказки про этот райский уголок с того момента, как спалился на краже моей еды. Если в этом месте нет голода, то зачем тебе понадобилось воровать зеленофрукты? А там есть козлы? Целые стада. Мы его берем. Отлично. Приятно иметь с вами дело. Так что же из себя представляет это поселение?
Мы идем в самое безопасное место на территории Акранова залива. В нашем поселении рады всем. Если ты ржавый скелет, то получишь достойное техобслуживание, а с безрогим шеком не будут обращаться как с прислугой. Никто ни в чем не нуждается и всегда счастлив. Все это звучит слишком хорошо. Что вы делаете при приближении патрулей Святой Нации? Нас защищает отец. И как выглядит этот ваш отец? Когда будем на месте, ты сам сможешь взглянуть на него. А как называется твое поселение? Наш райский уголок носит название Изергиль. Какой идиот так называет поселение? Кто вы и что вам надо? Мы всего лишь гости с пустошей. Как думаешь, мы ждем гостей? Я могу только предполагать. Вот и предполагай подальше отсюда. Яков, это же я. Палка, я думал, ты уже перевариваешься в животах голодных бандитов. Как видишь, я тут. Ты принес еды? Нет, но я попал в рабство. Очень печально это слышать. Я так понимаю, это твои новые друзья. Итак, сколько вы заплатили за свободу этой туши? 1000 катов. У нас сейчас небольшие трудности с деньгами, так что вряд ли отец возместит вам все убытки. Откройте ворота. Как же давно я не видел детей. Неужели этот жук не наврал? Я не вижу смысла тут находиться, без улья. Мы немедленно уходим. В чем проблема? Разуй глаза, здесь нет коз. В связи с некоторыми трудностями с поставкой еды, весь скот был отправлен на переработку. Можешь не волноваться. Ни одна из коз не несла золотых яиц. Уже родного брата не узнаешь? Карп, Я рад, что ты нашел меня, братец. я тебя ненавижу. Вот так воссоединение. Добро пожаловать в Изергиль. Почему у этого места такое название? Очень давно, когда здесь был огромный пустырь, я жил рядом, в разрушенной барже с почти стертым названием Изергиль-11. Еще вопросы? Огромное количество. И я отвечу на них позже, а пока располагайтесь. Внимание! Поприветствуйте наших гостей. Как вас зовут? Я Винчестер, Шека зовут Ларс, ну а с Эрастом ты уже знаком. Относитесь к ним так, как я отношусь к вам, ведь все мы братья и сестры, а я ваш отец. Эти скитальцы проделали опасный путь через земли Святой Нации и вернули нам нашего разведчика, с которым у меня будет отдельный разговор. Располагайтесь где захочется и чувствуйте себя как дома. Спасибо за гостеприимство. Не потеряй голову от власти. Спасибо, что беспокоишься обо мне, Эраст. Приветствую. Я Винчестер. Из всех домов ты решил выбрать мою ветхую, пропахшую машинным маслом коробку. Если хочешь, я могу уйти. Никуда ты не пойдешь. Не хочу разбить твои розовые очки порчей впечатления о нашем поселении. Меня зовут G12. Я провожу техобслуживание скелетов вроде меня. А ты не скелет, так что тебе тут делать нечего. А шелушильня тоже входит в набор инструментов для техобслуживания. Иди надоедай кому-нибудь другому. Как ты стал таким? Постоянные физические упражнения и диета из богатых витаминами жуков сделали свое дело. Я про твои рога. За что их спилили? Свои рога я потерял еще в детстве, когда воткнулся рогами в дерево. К сожалению, рога вытащить не удалось. Сочувствую. Ты не будешь смеяться. Нет. Я тоже не в восторге от этого места. Скоро я опять смогу заниматься любимым делом, а ты сможешь жрать случайных проходимцев. Потерпи немного. Эй, братец, не мог бы ты убрать своего краба с прохода? Он пугает детей. Даже не подумаю. Я тебя услышал. Эй, Безуля, Я тебя слушаю. нужна твоя помощь. У обитателей этой деревни с идиотским названием совсем нет еды, а потроха сэра Ремингтона сами себя не накормят.
У Дока в рюкзаке завалялись парочка сухариков. Не в еде дело, мне нужно развеяться. Ты даешь наводку на крупное скопление козлов, и я вместе с сэром Ремингтоном испаряемся. По рукам? Выйдя за ворота, идешь прямо на север, проходишь через пойму. Когда доберешься до долины каннибалов, следуй на восток и выйдешь к северному берегу, где обитает много козлов. Звучит неплохо. Надеюсь, это был наш последний разговор. До встречи. Прощайте, уроды. Винчестер, С кем имею честь разговаривать? меня зовут Мириам. Я слышала, ты очень много путешествовал. Не мог бы ты рассказать мне о тумане и его обитателях? Я расскажу все, что знаю, но при условии, что мы войдем в этот туман. Зачем? Про туман я знаю не так уж и много, но жители туманного городка под названием Безродный дополнят мои знания об этом жутковатом месте. Отец не разрешает нам выходить за ворота. Ты же понимаешь, что за стенами очень опасно. Но, отец, я жила на пустошах много лет. Это ничего не меняет. Мой ответ нет. Ты даже не дослушал до конца. Я пойду вместе с Винчестером. Он сказал, что исходил почти весь материк вдоль и поперек. Продолжай. Он должен поделиться историями о тумане. И что толку от этих историй? Я думаю, у него имеются некоторые знания о туманниках. Ладно, будь очень осторожна там. Он отпустил ее, как только она упомянула туманников. Любопытно. Как вы избегаете проблем с патрулями Святой Нации? Именно из-за святош я вынужден стоять за воротами и тыкать каждому проходимцу святым пламенем в лицо, чтобы не задавали лишних вопросов. Яков, открой ворота. Выполняю, сестра. Пошли. Вернешься без нее, о проходе внутрь можешь забыть. Не волнуйся, Яков.